друзья! Привет! Сегодня у нас снова десерт. И десерт опять из ягод, потому что лето же. Сегодня будем готовить чернично-творожный пирог. И пирог этот будет состоять из 3 частей. Сначала мы сделаем песочное тесто, потом у нас будет творожная основа, и топ у нас будет черничный. И чернику мы слегка обработаем. Но пусть вас это не пугает, что он такой сложный на первый взгляд. Это будет все готовиться элементарно, быстро и просто. Ну что, начнем с теста? Начнем. Просеиваем 200 грамм муки. Добавляем 8 грамм разрыхлителя и щепотку соли. Перемешиваем все сухие ингредиенты. Затем добавляем 130 грамм нарезанного кубиками очень холодного сливочного масла. И начинаем муку с маслом растирать, чтобы у нас получилась сыпучая такая смесь. Когда мы получили уже вот такую сыпучую крошку, вбиваем сюда одно яйцо и замешиваем тесто, чтобы оно собралось в один комок. Когда тесто собралось в один комок, можно его немножко помесить на столе. Вот какое хорошее эластичное тесто у нас получилось. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и убираем в холодильник минут на 40. Для начинки разминаем вилкой 250 грамм творога. Добавляем 50 грамм сахарного песка и 100 грамм сметаны. Одно яйцо. И все еще раз перемешиваем, чтобы масса стала однородной. Поскольку у нас очень мягкий творог, мы не будем эту основу пробивать блендером. Если вдруг у вас творог зерненый, то рекомендуется всю эту массу пробить блендером. Все, творожная масса готова. Займемся подготовкой черники. На сковородку высыпаем столовую ложку сахара, чайную ложку кукурузного крахмала, перемешиваем. И 2 столовые ложки воды. Как только сахар и крахмал растворились, высыпаем 200 грамм черники. И активно перемешиваем, чтобы она стала такой блестящей и глянцевой. Ягода готова. Раскатывать тесто будем на бумаге для выпечки. Для начала мы припыляем ее немножко мукой. Достаем наше тесто из пленочки, разминаем и будем раскатывать. Раскатываем тесто так, чтобы у нас получился пласт толщиной не более 5 миллиметров. Если края будут неровными, ничего страшного. Тесто мы раскатали. Выкладываем на наш пласт творог. Но выкладываем таким образом, чтобы края остались не заполненными. Края нам нужны, чтобы делать бортики. Все, творог мы выложили. Теперь закрываем краюшки нашего пирога. Вот такая красота. Перекладываем пирог на противень и выкладываем нашу блестящую красивую ягоду. Стараемся ее распределять таким образом, чтобы поверхность, покрытая творогом, была полностью усыпана ягодами. Смажем края пирога желтком. Посыпем для красоты миндальной крошкой. Все. Отправляем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-35 минут. 30 минут прошло, и мы пирог вытаскиваем. Вот какой прекрасный у нас получился пирог.
пришло время попробовать наш превосходный тортик. Я или готов. пирог. Давайте вместе пробуем. Изумительно. Хрустящая основа, Легкое тесто. нежнейшая начинка и свежесть ягод, Ягодный топ. непередаваемое ощущение. Это полный восторг. Полный. Остановиться Ну-ка. невозможно. М. Тает во рту. Очень советую вам попробовать приготовить это дома. Потому что это Настоятельно совсем не сложно. рекомендую. Это легко и просто, вкусно. Это восхитительно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих любимых превосходной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!